Итак, отбор на турнир ваших героев Скайрима закончился. И у зрителя, который на канале впервые, сразу же возникнет ряд вопросов. Отбор закончился? А что за отбор? А что за турнир? А как это турнир наших героев Скайрима? И, конечно, главный вопрос. Что это делает у меня в рекомендациях? Обрисую формат для вновь прибывших. Турнир ваших героев – это не иносказание, а в прямом смысле турнир, в котором участвуют ваши герои, то есть персонажи подписчиков канала. По билдам подписчиков я делаю в игровом редакторе NPC, которые сражаются на турнире и выясняют, чей билд сильнее. Помимо реализации билда, я настраиваю внешность NPC на твой вкус. В ряде случаев даже при помощи сразу нескольких специальных программ переношу в свою игру твой пресет и делаю героя полной копией твоего игрового персонажа. Билды, разумеется, создаются по определенным правилам, которые призваны установить баланс и обеспечить представительство самых разных стилей игры, комбинаций снаряжения, перков, спелов, криков и прочего. По подсказке можно перейти на видео, где я максимально подробно изложил правила турнира и все связанные с ними нюансы. Но сейчас, спустя 2 месяца после начала отбора, время подводить итоги. Друзья, с вами Синтетик, и сегодня особенный день. Для кого-то момент истины, а для кого-то и час расплаты. Сегодня мы узнаем, кто прошел на турнир. Присаживайтесь поудобнее и поехали! Прежде всего должен сказать, что я доволен количеством заявок. Тут, конечно, стоит сказать спасибо модераторам, которые очень много народу пригласили вручную, ну и всем, кто репостил видео с отбором, закидывал в паблики и как-то иначе помогал медийному продвижению. На 24 свободных места у нас оказалось аж 40 одобренных анкет, и было еще 3 отклоненные заявки. Из них 2 анкеты, Раскольникова и Лираэль, я развернул, поскольку аккаунты созданы в 2024 году и позже. А Шарграторок не прошла, поскольку анкета составлена не по правилам. И еще одну анкету Некрона Лорда Абаддона я все-таки принял, хоть и официально не одобрил. Дело в том, что он указал в билде несуществующий перк Повелитель Молний. Я 3 раза писал ему, что такого перка нет и его надо заменить, но участник так и не осилил сделать правку. Но так как он ответил, что имел в виду тот перк, что урон молниями дает с учетом навыка разрушения эксперт, я все-таки включил в список и его заявку тоже. Далее, пара слов о билдах тех участников, которые получили инвайт. У нас есть 8 человек, которым я за вклад в развитие турнира дал прямые инвайты. Они сдавали анкеты мне в личку, поскольку к их билдам банально могли бы подготовиться, точно зная, что они участвуют. И тут, конечно, встает вопрос того, как я решил проблему равенства возможностей. Ведь вы не видели билдов инвайтеров, а они ваши видели. То есть они могли подготовиться к каким-то самым сильным героям из комментов, а участники из комментов к их героям подготовиться не могли. Я решил проблему очень просто. Инвайтеры сдали билды заранее, в основном до старта отбора. И финальные версии билдов они могли менять только при условии, что выложат их в комменты наравне с остальными. Так что вы не видели их билдов, они не видели подавляющего большинства ваших билдов. Это вполне укладывается в мои понятия спортивной этики. К тому же участники из комментов могли менять билды вплоть до окончания отбора. Один участник, к примеру, внес финальные правки чуть ли не за несколько минут до полуночи объявленной даты. Билды инвайтеров я уже сделал, так что позвольте представить. Лукреция – это персонаж Лекса Квазиса, маг, вампир, мастер изменения. Очень интересный и самобытный билд через мощное поглощение заклинаний, вампирское высасывание, драконью шкуру и некромантию. Подробно со всеми билдами ты можешь ознакомиться в табличке с турнирной сеткой, но я представлю ее чуть позже, чтобы не рушить интригу. Идем дальше. Автор Добеживой Паллады и Точли Фей на 2-й сезон выставила Фламию Вызывающую. Фламия вызывает не только интерес, но и 2 искателей. Фламия колдунья с мощными резистами, свитками паралича и поджигом. Мишень – это стихийный маг, персонаж от автора Динора и Кисонера. Мишень – мастер изменения с драконьей шкурой, высокими резистами, особенно стихийными, и обширным набором спелов под стать архимагу. Вы боялись скайримских манекенов? Вы боялись их недостаточно. Следующий герой – это тоже стихийный маг и тоже мастер изменения. Бесрезен – персонаж от автора Таладриэль и Россера, обладатель мощной шеи и не менее мощного билда. Защиту ему обеспечивает драконья шкура, массовый паралич и свитки паралича, а для атаки он собрал нулевой расход маны на разрушение и готовит для врагов нескончаемый поток экспертных спелов.
А мы тем временем подобрались к персонажам топов первого сезона. Инкогнито. Маг, очередной мастер изменения. Изменения в тренде, подумать только, Долдер бы нами гордился. Инкогнито – герой топа 4 первого сезона, автора ботвы 1996 и других его ипостасей из 2 сезонов турнира Давакинов. Нестандартный билд мага-ближника, который живет за счет драконьей шкуры и канарика, а врага изнуряет смертным приговором, параличом и призванным искателем. Тройку призеров первого сезона открывает Элетта. Это колдунья-некромантка, героиня от автора «Идущего к реке» и Раскольникова. Элетта попирает каноны фэнтези, ведь обычно именно от колдуна ожидаешь, что он будет шкериться за широкими спинами миньонов и издалека попукивать магией. Но Элетта бежит в бой поперед треллов, размахивая валиндрангом. Мощный бит практически без слабых мест, достойная наследница «Идущего к реке». Серебро первого сезона будет представлять Варя Лесоруб. Это воин, персонаж автора Жеки с лесопилки. Варенька удивительным образом сочетает в себе огромный физический урон, крепкую броню и мощные резисты. Елки трепещут, сосны в ужасе и даже дубы приуныли. Ну и, наконец, стихийный маг Атом, мастер школы разрушения. Герой от автора Эммануэля и Фрэнсиса из Техаса, двойного чемпиона турнира героев Скайрима и турнира Давакинов. Атом планирует обращать врагов в бегство с пилом и криком, спамить мастерскими и экспертными заклинаниями разрушения с нулевыми затратами маны и разрывать дистанцию вихревым плащом. И есть еще один, 9-й герой, который не будет участвовать в турнире. Он будет биться с чемпионом в суперфинале. Это как раз Эммануэль, чемпион первого сезона турнира героев Скайрима, который изменил билд в соответствии с обновленными правилами. Эммануэль разогнал какой-то немыслимый урон с руки, но при этом пожертвовал броней и резистами. Ставка его автора, Фрэнсиса, понятна. Он явно считает, что Атома может победить только герой, который пожертвует уроном и броней ради резистов. И именно такого врага готовится встречать в суперфинале Эммануэль. Сыграет ли эта ставка, покажет время. Итак, дамы и господа, это были 8 из 32 участников турнира, которым я дал прямой инвайт. На оставшиеся 24 места был конкурсный отбор из заявок, оставленных в комментариях. 16 участников выбирал рандомайзер, по 2 на каждый класс. И еще 8 выбирал я лично, по одной заявке на класс. А теперь то, ради чего все мы здесь собрались. Давайте узнаем, кто же вытянул счастливый билет в отборе рандомом, а потом я расскажу, кого сам выбрал из оставшихся участников. Процесс отбора я записал, так что сейчас буду, как обычно, комментировать заранее снятый футаж. Изначально я планировал выбирать всех участников подряд, но в итоге сделал проще и удобнее. Я сохранил все одобренные заявки, распределил их по классам и на сайте Рандомус доверил рандомайзеру выбирать по 2 участника разом. Первым я выбирал воинов. Анкет воинов у нас 6, давайте посмотрим, кому из них повезло. Счастливый билет вытянули Рангард и Зулкхорн. Следующими идут берсерки. У нас 7 берсерков, и тут меня настиг знатный факап. Видите Назима? И я не вижу, а он есть. Часто приходится бывать в облачном районе? Ох, что я такое несу, конечно же нет. Нет, не этот Назим. Берсерк Назим с одобренной заявкой. Я каким-то образом пропустил его, когда собирал анкеты, и заметил это только через несколько дней после того, как провел отбор. Пришлось выбирать берсерков заново, поскольку отбор без Назима был нелегитимен. Так что сейчас вы увидите футаж из будущего, когда я обнаружил факап и провел отбор для берсерков повторно. К счастью, остальные классы это не затронуло, ибо я выбирал их раздельно. Итак, из 7 берсерков рандом выбрал как раз Назима и Арчибальда. Далее плавно движемся к стрелкам. Заявок стрелков у нас всего 4, а удача улыбнулась Эгелю Нерожденному и Шине и Малатии. Следом идут языки, их у нас 6. И побеждают в лотерее Фирн Ордер и Майер Дефас Багровый. Переходим к магам, коих у нас 4. Из магов проходят Квотор Лорхансен и Фандер Странствующий Жрец. Далее идет 4 стихийных магов. Из них проходят Пшепшик Рагнвальдский и Денис. Или Денис.
Денчик, в общем. По поводу ударений. Сейчас я говорю как придется, но мы все это обязательно обсудим с участниками лично. И в турнире я буду произносить имена героев так, как вы их задумывали. А господин Рандомус тем временем выбирает из 5 боевых магов. В турнир проходят Испепеляющая кровь и Марвин Люциус. Замыкает лотерею 4 колдунов. И удача улыбнулась рожденной бегать и Периуне. Автору рожденной бегать надо выбрать пассивку. Я каким-то образом упустил, что в билде нет пассивки, и одобрил его. Так что это единственная из 40 заявок, оформленная не по правилам. Но я делаю исключение и разрешаю исправить упущение после окончания отбора, так как это прежде всего мой факап. Я не заметил отсутствие пассивки и одобрил анкету. На самом деле загадка, как и я и все модеры упустили пассивку из виду. Хотя, глядя на билд рожденный бегать, появляется версия, что мы не посмотрели на пассивку, ибо взгляды наши были прикованы к чему-то другому. Что ж, поздравляю, друзья, сегодня госпожа Фортуна была к вам благосклонна. Но это еще не конец. Теперь мне предстоит самое сложное – выбрать по одной заявке на класс из оставшихся анкет. Сразу должен предупредить, у меня свои соображения насчет того, какие билды нужны турниру. В моих критериях нет места своячеству и личным симпатиям. Среди заявок немало знаменитостей из турнира Давакинов, людей, которых я знаю по много лет, друзей, родственников, инвайтеров и так далее. Все это не имеет никакого значения. Я смотрю только на билды и стараюсь быть настолько объективным, насколько это возможно. Критериев у меня, в общем-то, было всего 3. Первый – это сила билда. Второй – насколько билд раскрывает потенциал правил. И третий – оригинальность билда. Сила билда – главный критерий, остальные – второстепенные. Начнем по традиции с воинов. У нас остались Жигамал Гросслинг, Ликтор, Хругер и Галленсбек. Галленсбек – хороший крепкий билд против других бойцов. Только против бойцов. Герой будет абсолютно беспомощен против магов. Кроме врожденного нордского резиста к холоду, участник не взял резиста вообще. Резисты отсутствуют. До грамотного стихийного мага Галленсбек просто не добежит и не нанесет ни одного удара. Герой не универсален и не подготовлен к боям с заклинателями. Ликтор. Тоже недурный билд, есть хороший запас прочности за счет сотки в алхимию, реализована пассивка древние знания. Но опять-таки вообще нет резистов, кроме врожденного. Есть бретонский талант драконья кожа. Он даст пожить какое-то время, но действует всего минуту, и половина спелов все равно будет прилетать. Ну и всего одно оружие – железная секира на хаотический урон. Эта секира хорошо проявила бы себя как раз против Галленсбека, у которого нет резистов. Но против героев с высокими сопротивлениями это будет, считай, просто железная секира. Я ведь не просто так позволил бойцам брать запасное оружие. В этот билд бы запаску с высоким базовым уроном смотрелся бы поинтереснее, а так герой получился очень ситуативным. Далее Жигамал Гросслинг. В общем-то, что в воду вступит Алоч, вы и так уже поняли ход моих мыслей. Хороший крепкий билд против бойцов, но заклинатели переедут его катком, нет пристойных резистов. Последний хорошо рубит героев, и, боже правый, неужели я сплю и вижу эти резисты во сне? Не самые высокие, конечно, но они есть. Участник взял и подготовился к боям против заклинателей. А шо, так можно было? Ну и в целом билд неплох. Хорошая комбинация тума, оружия и зачаров, присутствует хилка. Словом, по главному для меня критерию силы билда я выбираю Хругера за его универсальность и недурное понимание принципов минмаксинга. Далее берсерки. Заявок на этот класс больше всего, и я хотел бы быть покороче, да вот не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. У стражника Вайтарана и Безухова та же проблема, что и у воинов, слишком мало сопротивлений. Они есть, безусловно, но их катастрофически не хватает против сильных заклинателей. Я разрабатывал правила так, чтобы маги могли бороться даже против воинов с капами резистов, и если сопротивления низкие, ловить на турнире нечего. Хотя оба билда интересные, со своей изюминкой, и я бы с удовольствием посмотрел на них в бою, если бы они прошли на турнир рандомом. Далее Адвар Бесстрашный, босс Джимба и Айварс Децимус. Вот здесь я столкнулся с серьезным затруднением. У всех этих бойцов есть резисты, хоть и не самые топовые. Босс Джимба, помимо среднего резиста к магии, имеет кап сопротивления огню. У Айварса и Адвара одинаково высокий резист к магии, но Адвар хорошо защищен от холода и молнии, а у Айварса небольшой резистик к холоду и уязвимость к огню.
У Адвара отличный выбор оружия, драконье костяное на поглощение стамины. Он будет часто бить силовухами, вообще не вложившись в выносливость. У босса Джимбы и Айварса Децимуса, на мой вкус, выбор оружия послабее. Но у Адвара очень низкий рейтинг брони. Броня у него легкая, и он вообще не взял под нее спелов или пассивок. У Айварса брони почти в 2 раза больше, у Джимбы под всеми бафами почти в 3. Джимба серьезно вложился в броню. Тут тебе и знак лорда, и воплощение дракона, и железная плоть. Зато у Адвара огромный запас жира, все атрибуты в ХП плюс сотка алхимии. Но у Джимбы с жиром тоже все в порядке. 2 хилки, канарик и повышенная регенерация ХП. Жир Айварса вопрос дискуссионный. Зелья у него нет, он вампир. Но у него колоссальный запас здоровья. Он будет отжираться и регенерировать, а еще и канарик до кучи. По итогу все 3 билда мне кажутся мощными и конкурентоспособными, но у всех есть и несомненные минусы. Адвар выглядит чуть поинтереснее за счет оружия и сопротивлений, но именно что на полшишечки. И все же решение принимать надо, а я не могу себе позволить сделать выбор без четко сформулированных аргументов в пользу одного из билдов. Выбирать на основании личных симпатий или методом эники-беники или вареники – это тоже не мой стиль. Поэтому я увидел только один способ разрешить щекотливую ситуацию. Объявляю суд поединком. Да, я сделал всех 3 героев. Вообще я планировал воять только персонажей, которые пройдут на турнир, так как создание турнирных NPC – процесс долгий и трудоемкий. Они требуют кропотливой ручной настройки множества параметров, не работающих у ванильных неписей. Но поскольку я не смог найти убедительных доводов в пользу одного из героев, посчитал себя обязанным дать им самим выяснить, кто пройдет дальше. Внешность я на суд поединком не настраивал. Внешка тоже делается весьма небыстро, и ею я буду заниматься только для участников турнира. Сначала я провел поединок Айварса Децимуса и босса Джимбы, а победитель этой пары проверил на прочность Адвара Бесстрашного. Все-таки, как я уже говорил, Адвар был моим умеренным фаворитом ввиду более разносторонних резистов. Я люблю резисты, как вы могли заметить. Поэтому сравнивать с Адваром я был готов только сильнейшего из господ с более низкими сопротивлениями. Итак, в окрестностях логова Моварта могучий вампир выступит против не менее могучего главаря наемников. Айварс Децимус против босса Джимбы. Погнали! Бой начинается без разведки. Айварс жестко берет инициативу. Он встречает Джимбу с сокрушительной серией. Появляется древний. Орк потерял половину здоровья, не успев толком забафаться. Но вампир отвлекся, и Джимба от души напихивает ему в спину. А вот и канарик. Джимба продолжает проседать по ХП. Оба бойца часто мажут, но у Айварса преимущество. Вампирские силовухи поглощают здоровье и на расстоянии. Босс Джимба лечится, но у него еще одна хилка, а у Айварса срабатывает канарик. Орк разошелся, и вампир начал чувствовать эти удары. Снова появляется древний, но на этот раз Айварс его игнорирует. Он понял, что шутки кончились, и бросается в дикую атаку на Джимбу. Орк пьет последнюю хилку. Мимо! Вампир на кураже промазал впритык. Джимба контратакует. Бум! Айварс в стане. Бум! Еще стан! Айварсу плохо. И Джимба заканчивает красивым ударом с разворота. Айварс Децимус был могуч, но ни чеснок, ни осиновые колья не понадобились боссу Джимбе, потому что никому не побить орка. Красивый бой. По совести оба бойца достойны места в турнире, но достойных много, а место у нас только одно. А теперь давайте переместимся к вратам Виндхельма, где грозный Норд намерен охладить пыл упоенного победой орка. Итак, босс Джимба против Адвара Бесстрашного. Победитель получает все. Поехали! Молись Стендеру, пока можешь.
Начинается жесткое рубилово, которое довольно сложно комментировать. Два серьезных мужчины выясняют, кто круче. Адвар призвал на подмогу Михалыча, Джимбо забафался воплощением дракона. Ё-моё, появляется древний. Адвар опустил здоровье Джимбо до половины всего за несколько секунд плотного контакта. Но теперь проблема уже у Норда, он отвлекся на древнего и пропускает сокрушительную серию. Адвар лечится и продолжает пропускать. Джимбо пушит комбо из 1000 ударов. Но Михалыч переагривает орка и дает Адвару очухаться. Канарик пошел. Значит, у Джимбы было 20% здоровья. И снова древний, и снова стан. Адвару плохо, Адвар пьет вторую хилку. Походу орк тоже лечится, за огненным плащом трудно разглядеть эффект зелья. Третья хилка Адвара. У Адвара проблемы. Но древний в этот раз не вносит импакта, он кричит в небо. Последняя хилка Джимбы. У Норда есть шанс, если он запустит свое комбо из 1000 ударов. Но Джимбо стоит, как оловянный солдатик, и в стан уходить не желает. Бум! Орк подловил на отходе. И фаталити. Босс Джимбо не дал Норду шансов. Все-таки у Адвара было слишком мало брони. Ее нехватку не перекрыл даже колоссальный запас жира мастера алхимии. Ну что, друзья, поздравляю босса Джимбо. Он выбивает себе место в турнире, а мы идем дальше. Нужно что-то. Ах да, у тех, кто видел билд Джимбы, и в первую очередь у его автора, наверняка возникнет вопрос: а где морозный плащ? А он есть, все чин по чину, но на него не хватает маны. У Джимбы всего 200 маны, а со статами Джимбы на морозный плащ надо 234. И вот клянусь, если бы я заранее знал, что автор не проверил, будет ли его герою хватать маны на спел, я бы выбрал Адвара вообще без раздумий. Адвар влетел бы в турнир как мяч в лунку. Но я, разумеется, не знаю наизусть, сколько надо маны на каждый спел при том или ином уровне навыка. Это ваша задача — проверять, чтобы маны хватало на все. Я ведь специально привел характеристики NPC в полное соответствие характеристикам игрока, чтобы вы могли проверить билд на своем игровом персонаже. И я уже не дам автору исправить факап, поскольку, в отличие от рожденной бегать, это не ошибка в оформлении анкеты, которую должен был обнаружить я. Анкета-то оформлена по правилам. Это ошибка в билде, и дать ее исправить после окончания отбора было бы несправедливо по отношению к тем участникам, которые все просчитали верно. Словом, босс Джимбо проходит турнир вопреки неработающему спелу и по этой причине бесполезному навыку. Следующими у нас идут стрелки. Остались Акаций, Звон Кедров и Сара. Оба персонажа заточены исключительно на бои против бойцов и электромантов. У Сары вообще нет резистов от пассивок и перков, но у нее 70% сопротивления электричеству. У Акация есть знак от Ранаха и тоже резист к молнии, но всего 30%. Но у Акация, во-первых, сотка атрибутов вложена в ману, хотя у него нет спелов и ману тратить банально не на что. Вообще Акаций в этом не одинок. И ей-богу, у меня без 100 грамм не разобраться, по каким таким резонам участники вкладываются в ману, не имея спелов, или в стамину, не имея оружия. Здесь явно кроется какая-то тайна. Также у Акация благословение Боэтии, которое повышает урон одноручкой. Но загвоздка в том, что он стрелок, у него нет одноручного оружия. Словом, Сара за счет грамотного распределения атрибутов, экспертной алхимии и отсутствия ошибок в пассивках выглядит явно покрепче. И я выбираю ее. Ну и еще у нее кабан. Это хоть и не аргумент в ее пользу, но безусловный плюс к карме. Языки. Их осталось аж 4, так что вновь постараюсь быть покороче. У Вальдера Бессмертного есть кап-резистик к холоду. Есть также нищий резистик к магии и не менее нищий резистик к огню. Но этого опять-таки недостаточно против заклинателей. Также у него будет очень мало урона с руки. Он вообще не взял чар на увеличение урона одноручкой, а меч у него далеко не топовый. У Шатруака билд довольно оригинальный, но для вампира у него маловато жира.
Вампиры как раз больше прочих нуждаются в сопротивлениях и ХП, чтобы иметь возможность перекрыть входящий урон регеном и отжором. И самое главное, Шатруак – гибрид ближника и дальника, а для бойцов это очень неэффективная комбинация. За 2 сезона турнира Давакинов не было ни одного бойца, который не пожалел бы, что взял лук запасным оружием. К сожалению, суровая реальность такова, что распыляясь между мечом и луком, ты просто выходишь хреновым мечником и не менее хреновым лучником. Остались Джзай и Игберн. И тут опять был нелегкий выбор, но суд поединком я не проводил, поскольку все-таки у меня были конкретные соображения в пользу одного из бойцов. Должен сказать, что оба билда меня порадовали. У обоих есть неплохой резист к магии, 60% у Джзая, 55% у Игберна. У обоих высокий рейтинг брони, но у Игберна повыше. У обоих хорошая комбинация криков, большой запас жира. Джзай, единственный из языков, собрал 60% снижения отката криков. Но проблема Джзая в том, что он рукопашник. Кулаки, или в его случае когти, очень сильно проигрывают в эффективности оружию. Не только из-за того, что на кулаки нельзя навесить зачар, но и чисто механически. По пятящимся магам практически нереально попадать кулаками. Силовые атаки с кулака очень долгие и неуклюжие. Они не способны эффективно сокращать дистанцию. Ей-богу, если бы Джзай прошел рандомом, я бы с удовольствием его сделал и проверил в бою. Но все же в моих критериях оригинальность билда и раскрытие потенциала правил стоят на 2-м месте после силы. Так что при живом Игберне я просто не мог выбрать котейку, как бы мне того не хотелось. В турнир проходит Игберн. И кстати, это значит, что единственный каджит из заявок не проходит отбор. Котов не будет. Ужасно. Ладно, сойдемся на том, что все просто слишком любят котофеев и не хотят смотреть, как они получают по мордасам. Переходим к заклинателям. Первыми идут маги. Честно говоря, тут выбор рандома меня огорчил, поскольку, не в обиду Квотеру и Фандеру, но оставшиеся за бортом маги выглядят откровенно покрепче. Трискун и Хорнбьерн Вестник Талоса. Оба билда крепкие и продуманные, оба мне нравятся. У обоих огромный запас жира за счет резистов и возможности отхила. У Трискуна кап резиста к магии и экспертная алхимия, а у Хорнбьерна высшее лечение и чудовищно разогнанные резисты буквально ко всему, считая яд. У Хорнбьерна кап брони от драконьей шкуры, у Трискуна эбонитовая плоть с бонусным перком. У Трискуна нулевой расход маны на разрушение. У Хорнбьерна мана тоже не должна заканчиваться из-за огромной скорости регенерации и ввиду того, что у него нет атакующих спелов, только защитный призыв. На мой взгляд, билды выглядят одинаково мощными, но опять-таки суд поединком я не проводил. Все упирается в тип наносимого магами урона. Дело в том, что Трискун не наносит вообще никакого урона, кроме урона молнией. Да, у него есть волки, но откат дружбы со зверями 70 секунд. А у волков нет ни брони, ни резистов, и их сдуют за секунды. И тут дело даже не в том, что на турнире очень много участников, которые сильно вложились именно в резист к электричеству. Вся суть драмы в том, что на турнире есть существа с полным иммунитетом к молниям. Это грозовые атронахи и грозовые треллы. Трискун рискует проиграть, к примеру, рожденный бегать, откровенно фановому персонажу, у которого, тем не менее, есть грозовой трелл, на которого Трискун пойдет в рукопашную, поскольку иначе просто не сможет нанести ему урона. Игрок бы, конечно, просто игнорировал атронахов и атаковал суммонера, но скайримский боевой интеллект на это не способен. Хорбьен тоже преимущественно заточен на один тип урона, физический, но на турнире нет иммунитета к физурону, да и разогнать сопротивление физе выше 80% нельзя, а к молнии можно за счет стака резиста к молнии и резиста к магии. Будь у Трискуна в загашнике хоть один завалящий фаербол, для меня выбор был бы неочевиден, и я провел бы суд поединком. Но чего нет, того нет. Так что выбираю Хорнбьерна, как более универсального мага, который не рискует оказаться в состоянии полной беспомощности. Вообще ситуация сложилась драматичная, потому что, повторюсь, с моей точки зрения, Трискун мощнее обоих магов, которые прошли рандомом. И более того, это билд брата одного из моих модеров, поэтому, не скрою, я делал выбор с тяжелым сердцем. Вообще в отборе участвовало 2 билда братьев-модераторов турнира – Адвар Бесстрашный и Трискун, и оба не прошли, обоим жестко не повезло. Но скажу еще раз, для меня спортивная составляющая турнира стоит на 1-м месте. Я стараюсь быть настолько объективным, насколько это возможно. Кумовство и выбор участников на основании личных симпатий для меня абсолютно недопустимы. Так что имеем то, что имеем. Стихийные маги. Остались безымянный дознаватель и наш повелитель молний, Некрон Лорд Абаддон. Тут, в общем-то, нет смысла тянуть Джзая за хвост. У безымянного дознавателя очень мало резистов и очень мало брони. Он не взял вообще никакого заклинания плоти. Сотка алхимии не спасет, герой будет получать столько урона, что рискует вообще не успеть выпить хилку.
У Абаддона же все в порядке и с броней, и с резистами. Единственное, я смотрю на его набор дорогих скиллов и предвижу, что в затяжных боях ему будет катастрофически не хватать маны. Но с другой стороны, у него есть перк Атронах, в бою с заклинателями он будет подпитывать ману за счет поглощения. Так что выбираю Некрона Лорда как более подготовленного к суровым реалиям Скайрима. Боевые маги. Сив Мэлори, Скиди и Толан. И здесь у меня опять не нашлось аргументов в пользу одного из героев. Скиди и Толан банально очень похожи. Не поймите меня превратно, у них масса различий, но они похожи по стилю, а также слабым и сильным сторонам билдов. Это классические боевые маги с довольно-таки низкими резистами, с оружием на отжор, суммонами и грозовыми разрядами. Я бы мог очень долго нудить, взвешивать на весах каждый грамм их плюсов и минусов, но скажу только, что не смог отдать явного предпочтения ни одному из героев. А Сив Мэлори — это вообще билд не для средних умов. Боевой маг через лук с хаотическим уроном. Я такие билды не тестировал и не мог убедительно смоделировать в голове, сильнее она или слабее Скиди и Толана. Поэтому пришлось сделать всех трех персонажей и вновь устраивать суды поединкам. Но, как и в случае с берсерками, я не стал проверять каждого против каждого. Сначала я выяснил, кто из классических боевых магов сильнее, Скиди или Толан, а потом сильнейший из этой пары проверил на прочность нестандартный билд Сив Мэлори. Итак, смотрим. Скиди против Толана. Поехали! Так, пока мужики раскастовываются, я отмечу, что пофиксил эбонитовую кольчугу, и она теперь дает урон ядом, как у игрока. В ваниле она, разумеется, не работала на неписях. Скиди тем временем сносит искателя Толана, но Альтмир сразу же призывает нового и врубает расовый талант «Высокое происхождение». Огненного Атронаха Толан ликвидирует изгнанием Даэдера. У Скиди уже закончилась мана, и он идет в рукопашную. У Толана мана не будет кончаться целую минуту. Высокое происхождение дает ему бешеный мана-реген. Норд лечится, у него нет приличного резиста к молнии. Правда, он эксперт-алхимик, так что у него есть еще одна хилка в загашнике. Понерфленный вихревой плащ работает бодро, Толану везет. Или не везет, ведь пока Скиди на земле, Толан машет грозовыми разрядами, а часики высокого происхождения тикают. Вторая хилка Скиди. Хватит ли ему жира перетерпеть высокое происхождение Толана? У Норда очень мало урона с руки, ему нужен плотный контакт, чтобы заработал урон эбонитовой кольчуги. Но вот минута Толана вышла, и он пошел в рукопашную. Скиди тут же начал регенить ману и бьет грозовым разрядом. Канарик пошел. Повышенная регенерация здоровья и Канарик – последнее, что отделяет Скиди от поражения, ведь за первую минуту он капитально просел по ХП. А Толана сейчас бьет сразу два плаща – огненный и ядовитый, и у него нет приличных резистов ни против огня, ни против яда. Бам-бам, бум-бум! Отличный размен атаками. Мы видим мощнейший импакт от пассивки Мороз Драконорожденного, которая заставляет врага полежать отдохнуть. Зато Скиди наконец-то подкопил маны на Атронаха. Опа, Толан лечится, у Толана проблемы. Скиди пережил бешеный натиск Альтмира и заманил его в глубокие воды. Норд только усилился к концу поединка за счет Канарика, а Толан ослаб. У него нет крика, нет маны на лечение, и он терпит урон сразу двух плащей. И это конец. Огненный Атронах добивает топового ветерана турнира Давакинов Толана. Что ж, новые законы диктуют новую реальность, в которой Толану не удалось пробиться на турнир. Молодой и заряженный, в прямом смысле заряженный, Скиди лучше адаптировался к новым правилам и победил. Но Скиди рано радоваться, ведь чтобы попасть на турнир, ему предстоит пройти Сив Мэлори, которая уже поджидает его в следующем суде поединком. А ты еще откуда? Бой начинается. Сив зовет на подмогу Барсика, а заряженный Скиди разряжает в него весь запас грозовых разрядов.
Мы снова видим мощнейший импакт от пассивки «Мороз Драконорожденного». Сив встает, не успев приземлиться, ее размораживают тики горения. Скиди набегает. В этом бою я увеличил ему скорость передвижения на 20%, поскольку он не спринтует. Вообще его нельзя однозначно назвать героем ближнего боя. У него же есть грозовые разряды для атак с дистанции, поэтому в противостоянии с Толаном мне как-то не пришло на ум ускорять Скиди. Но тут я рассудил, что если уж герой гоняется за противником весь поединок, его смело можно квалифицировать как ближника. Скиди лечится. До Сив нелегко добраться. Она регулярно станет Скиди за счет перка, а вблизи работает вихревой плащ. И все же Скиди продолжает раз за разом доносить как удары, так и прокасты. Вот только Сив Мэлори отлично защищена от стихии, а урон с руки не самая сильная сторона Скиди. То, как долго живет снежный саблезуб, лишний раз подтверждает тезис о нехватке физурона Скиди. И все же он осиливает саблезуба, но пьет последнюю хилку. У Скиди проблемы, его соперница пока не выпила ни одного зелья. Скиди бежит. Сив заявляет, что ее так просто не убьешь. Да, Скиди уже почувствовал, что эти слова не пустой звук. Новая заморозка, и наконец-то можно говорить об импакте Мороза Драконорожденного без сарказма. Скиди сократил дистанцию и провел серию атак. А вот и Канарик. Это последний барьер, который отделяет Скиди от поражения. Скиди багуется у лестницы, я пытаюсь ему помочь, но не успеваю, он разбаговался сам. За тупу ступенек пошел Скиди на пользу, он накопил маны на Атронаха, а Сив Мэлори снова вызывает Барсика. Но на этот раз котейка отъезжает куда быстрее, как и в бою с Толаном, Скиди усилился на низком здоровье. И снова Норд пускается в погоню. Отличный удар по лестнице. Будет знать, как под ногами путаться. И это конец для Скиди. Меткий выстрел похоронил его надежды на участие в турнире. Грозный Скиди, который отправил на пенсию ветерана турнира Давакинов, проигрывает Сив Мэлори. Он так и не сумел выжать из нее даже одной хилки. Казалось бы, боевой маг в Даэдрике, обвешанный мощными артефактами, проиграл охотничьему луку. Этому можно было бы удивляться где угодно, но не на турнире героев Скайрима. Ведь это не просто охотничий лук, а охотничий лук Великого Хаоса. Поздравляю Сив Мэлори, она проходит в турнир. А у нас остались только колдуны. Тут был выбор между Силаном Мэлори и Данерианом. Оба билда интересны, со своей изюминкой и своими слабостями, так что по ним придется пройтись подробно. У Данериана низковат рейтинг брони. Он взял эбонитовую плоть, но бонусный перк магическая броня не будет работать, поскольку в билде присутствуют элементы обычной брони, физической. А вот у Силана порядок с броней, но маловато резистов, только врожденный бретонский резист и сопротивление электричеству от сапог. У Данериана по резистам все куда лучше. Зато у Силана есть посох паралича. Хорошее подспорье для колдуна. Что по итогу? Данериан недурно понял, как надо действовать вампиру. Собрал резисты, регены, аджор, но слабая броня может сыграть с ним злую шутку в сражениях против бойцов. Силан собрал хороший запас жира за счет экспертной алхимии и подметил неочевидный момент правил, которые запрещают колдунам спел паралича, а посохи и свитки нет. Но его низкие резисты передадут привет в боях против заклинателей. Суд поединкам я не проводил. В пользу одного из билдов у меня было два аргумента. Первый – это суммоны. Данериан единственный, кто может взять на бой классику, базу скайримского колдуна, двух лордов Дримора. Не факт, что автор персонажа планирует именно это. Возможно, он хочет призывать именно одного Атронаха и одного Дримору. Но, по крайней мере, он точно имеет возможность призывать двух Дриморочей. Перед каждым боем он может отказываться от одного из спелов призыва по принципу упрощения и выходить с двумя Дриморами или двумя Атронахами. На турнире Давакинов Дриморы были запрещены.
В первом сезоне турнира Героев Скайрима они были разрешены, но их никто не взял, так что было бы неплохо увидеть колдуна с 2 Дриморочами хотя бы во 2-м сезоне. У Силана выбор суммонов поскромнее. Он также взял Грозового Транаха, но 2-м выбрал Адептового Искателя. У Искателей много плюсов, но Дриморочам они не конкуренты. И второй аргумент заключается в поединке Силана и Донериана, который я не проводил, но по опыту тестовых боев уверен, что Донериан победит. И на этот вывод меня наталкивают даже не низкие резисты Силана, а синергия его спелов. Помните Скиди? Не успели еще забыть? Думаю, вы не успели забыть и то, как он не мог призвать Атранаха, потому что всю ману мгновенно сливал на спилы разрушения. Та же проблема ждет и Силана в бою с Донерианом. Вообще, Силана разогнал поистине экстраординарный реген маны, и я вполне допускаю, что в обычных условиях он будет регенить ее быстрее, чем тратить на спилы. Но точно никогда Донериан присосется к нему вампирской сосалкой. Резист Силана срежет лишь четверть от Жора, и Донериан будет отсасывать с 2 рук аж по 30 маны, хп и стамины в секунду. Этого не перекрыть никакими регенами, особенно учитывая, что Силан и сам будет сливать ману на атакующие спилы. Именно это приведет к казусу Скиди, который не успевал накопить маны на призыв. Но в билде Скиди Атранах был сбоку припека, а вот колдун без суммонов — это кто? Правильно, мертвый колдун. Поэтому на основании более сильных суммонов и умозрительной победы в умозрительном поединке я выбираю Донериана. Итак, дамы и господа, вампир Донериан стал последним участником турнира. Отбор на этом завершен, но пока не расходимся. Я освещу пару организационных моментов, представлю турнирную сетку, а также расскажу, как быть тем, кто в турнир не попал, но очень хочет увидеть своих героев в деле. Разберемся, все ли для них потеряно или не все. Прежде всего, мне нужно быть на связи со всеми участниками. Не просто тут в комментах на ютубе. Мне нужен именно приватный диалог с каждым. Перед боями можно изменять билд в соответствии с принципом упрощения. В случае реванша можно внести одно любое изменение. Также можно вносить базовые корректировки в боевой стиль. К примеру, на что герой будет делать упор, на меч или магию. И все эти изменения должны быть сюрпризом для вашего оппонента. О них должны знать только двое – участник и я. Помимо того, детали внешности героя тоже лучше обсуждать лично. Обычно я присылаю участникам скриншоты получившихся героев и в случае необходимости вношу какие-то корректировки. Как со мной связаться? Лучший способ – личка группы ВКонтакте. Именно личка группы, не моей персональной страницы. Напиши только имя твоего героя. Ни привет, ни как дела, ни длиннопасту с идеями для турнира, только имя героя. Мне нужно, чтобы перед глазами был список диалогов со всеми участниками. И чтобы я точно знал, с автором какого героя разговариваю. Ссылка на группу ВК в описании, в шапке канала и в закрепе. Если у тебя нет аккаунта ВКонтакте, в принципе можно написать мне в Телеграм. Ссылку на личный диалог тоже прикреплю в описании и в закрепе. В Телеге то же самое, только имя персонажа. Я буду делать героев в алфавитном порядке, начиная с Арчибальда, и буду сам писать по очереди каждому участнику, как только начну делать его героя. Помимо того, я создал конфу в Телеге и ВКонтакте, где можно будет пообщаться с другими участниками и обсудить какие-то турнирные моменты. Писать мне в личку и вступать в конфу не обязательно, я не выгоню из турнира тех, кто этого не сделает. У всех свои обстоятельства, и я это понимаю. Кому-то там мамка запретила сидеть в соцсетях за 2 в четверти, у кого-то терминальная стадия социофобии, с которой написать в личку, уж тем более вступить в конфу, грозит паническими атаками. Я все это понимаю, уважаю ваши личные границы и не настаиваю. Просто имейте в виду, что вы многое потеряете. Прежде всего, детальную настройку внешности и конфиденциальную подготовку к боям. Теперь самое важное – турнирная сетка. Я разбиваю участников на пары рандомно, один раз, и эти пары формируют сетку Double Elimination. Для распределения на пары я переехал на сайт Randau. Вот полный список участников, сортирую его по алфавиту и запускаю рандом. Ну что ж, рандом сказал свое веское слово. Смотрим весь список, потом я зачитаю каждую пару. Это распределение окончательно и обжалованию не подлежит. Бои я планирую проводить именно в таком порядке, но, возможно, в видео буду менять очередность боев, чтобы чередовать заунывные и зрелищные поединки, как делал это в первом сезоне. Итак, вот полный список. Теперь представлю каждую пару. Стихийный маг Бестрезен будет бороться против другого стихийного мага Денниса. Воин Зулкхорн выступит против стрелка Шини и Малатии.
Боевой маг Испепеляющая кровь сразится со стрелком Сарой. Маг Лукреция попробует догнать колдунью, рожденную бегать. Язык Майер Дефас Багровый выйдет против боевого мага Стив Мэлори. Стихийный маг Некрон Лорд Абаддон сразится с магом Фандером Странствующим Жрецом. Берсерк Босс Джимба будет биться против стихийного мага Пшепшика Рагнвальдского. Маг Хорнбьорн Вестник Талоса выступит против стрелка Эгеля Нерожденного. Стихийный маг Мишень против берсерка Назима. Маг Инкогнито против колдуньи Элетты. Воин Рангард против колдуньи Фламии Вызывающей. Воин Варя Лесоруб против мага Квотора Лорхансона. Язык Игберн против боевого мага Марвина Люциуса. Колдун Данериан против колдуньи Периуни. Стихийный маг Атом против языка Фирна Уордера. И, наконец, берсерк Арчибальд против воина Хорошо рубит героев или Хругера. Прекрасное распределение завершено. Теперь переходим по ссылке в описании на новую Google таблицу. Здесь у нас две странички, турнирная сетка и список участников. Структура довольно простая. Вверху сетка победителей или верхняя сетка. И видим имена героев, а цифры — это порядковые номера групп, в которых они сражаются. Победители первой и второй группы формируют новую группу и опять выявляют сильнейшего, который идет дальше. Проигравший каждой группы попадает в нижнюю сетку. L1 — это герой, потерпевший поражение в первой группе. L2 — проигравший второй группы и так далее. L означает лузер. Общепринятое название нижней сетки — сетка лузеров, но я решил оставить ее просто нижней сеткой, поскольку слово «лузер» у нас имеет оскорбительные коннотации. Проигравшие в нижней сетке выбывают из турнира, победители идут дальше, и в финале доминант верхней сетки и доминант нижней сразятся за звание чемпиона. Чемпион выходит в суперфинал, где будет биться с Эммануэлем, чемпионом первого сезона, за титул великого чемпиона, по аналогии с ареной Обливиона. На имени каждого героя висит ссылка на второй лист, где я собрал все билды в удобную таблицу. Сначала в алфавитном порядке идут билды инвайтеров, которые я уже сделал. Ниже также в алфавитном порядке билды, прошедших отбор. Скриншот героя в первой колонке означает, что персонаж полностью готов. Правее располагаются все элементы билда, структурированные так, чтобы героев можно было легко сравнивать между собой. Плюсики перед спелами и перками означают, что данный элемент билда бонусный. Итак, дамы и господа, мы разобрались почти со всем, мы почти у цели. Но прежде чем идти дальше, хочу осветить один момент. Наверняка сейчас многие участники смотрят на будущих соперников, чешут репу и думают: я тут затираю про спортивную этику, а насколько вообще честно, что в турнире есть люди, которые его разрабатывали? Ведь у инвайтеров наверняка будут какие-то скрытые преимущества, тайные знания, которыми обладают только они, которые помогут им в боях. Отвечу на все вопросы сразу. Нет, нет и еще раз нет. У инвайтеров нет каких-то сакральных знаний, доступных только им. Мод, в котором я делаю турнир, видел только я. Возможность протестировать турнирных героев есть только у меня, а я в турнире по понятным причинам не участвую. Господа из нашей команды разработки в самом деле внесли большой вклад в создание турнира. Без некоторых из них турнира бы в прямом смысле не было, ни в каком виде. Однако, помимо организационной работы, они в основном занимались вопросами баланса. Это было обнаружение косяков правил, абузов, багов, которые могут все испортить, моментов, которые у неписи работают не как у игрока и так далее. Парочка простых примеров. Жека с лесопилки обнаружил, что волки, которых можно призывать на турнире, заражают болезнью, что на четверть снижает исходящий урон. Что я сделал? Правильно, вылечил волков и остальных зверушек до кучи. Идущий к реке обнаружил свитки ледяных шипов, которые имели эффект ошеломления и грозили перманентным станом. Я убрал эффект стана из свитков. Батова 1996 нашел арбалет, который игнорирует 50% брони. Арбалет я оставил, эффект пробития брони убрал. И не с числа таким эпизодом. Подводя черту, вся работа модеров по балансу турнира абсолютно открыта и зафиксирована в правилах. Нет ни одной имбалансной фишки, которую мы бы нашли, оставили в секрете и не занерфили.
Конечно, я не робот и мог забыть осветить какую-то мелочь, но я отвечаю на все вопросы в комментах и в личке. Некоторые участники задавали мне десятки вопросов по турниру, и не было ни одного аспекта, который я объяснил бы модерам и не объяснил остальным. Так что участие модеров абсолютно легально и отвечает принципам спортивной этики. Но у них, безусловно, есть преимущество в опыте, так что я все равно считаю их фаворитами. У меня глаза на лоб лезли, когда Жека с лесопилкой присылал мне расчеты, по которым он готовил билд Вареньки лесоруба. Остальные, может, и не разворачивали для обсчета билдов полевые лаборатории, но запотели не меньше. Никому не хочется облажаться в турнире, в который было столько вложено, так что ни один из героев-инвайтеров не будет проходным крипом. Ну и последнее, о чем я хотел рассказать сегодня. Как быть тем, кто не прошел на турнир? Есть ли способ все-таки увидеть ваших героев в деле? Есть. Тут нам на помощь приходят инвайты. За некоторые достижения участников и зрителей я даю инвайты в следующий сезон турнира. Если он будет, это важный момент. Я совсем не уверен, что меня хватит на еще один сезон. Этот бы доделать. Если следующий сезон я не осилю, то вместо инвайта просто сделаю вашего героя и проведу бой с кем-то из текущего сезона, что в общем-то тоже не дурно. Сперва поговорим об инвайте и для зрителей, и для участников. У нас будет конкурс прогнозов. Победивший в конкурсе получит достижение Гроссмейстер и инвайт в следующий турнир. Как будет проходить конкурс? Я провожу в боях по 3 раунда. Вам нужно спрогнозировать результат и счет по раундам в каждом бою. Вы получаете очко за угаданный результат боя и очко за угаданный счет по раундам. В первом выпуске будет 8 боев. Это верхние 8 групп турнирной сетки. Так что под этим видео вам необходимо оставить прогноз в последующей форме. Капсом прогноз, потом ваш никнейм. Никнейм должен быть одинаковым на всех ваших прогнозах для каждого выпуска. И ниже результаты для каждой группы. К примеру, если вы считаете, что в сухую победит Бесрезен, пишите Бесрезен 3, Денис 0. Если считаете наоборот, пишите Бесрезен 0, Денис 3. И так для каждого из 8 поединков. Ах да, если считаете, что ни один из героев не сможет победить за 20 минут даже на сложности новичок, и придется выяснять сильнейшего в поединке против забафанного Довагина каноничного, пишите только имя победителя. К примеру, Денис месть Довагина или Бесрезен месть Довагина. То есть, угадав и результат, и счет всех 8 поединков первого выпуска, вы получите 16 очков. Я сам это подсчитывать не буду, этим займутся 2 доверенных арбитра, Ботва и Жека. Они будут собирать результаты и перепроверять друг друга. Сами арбитры в конкурсе прогнозов, разумеется, не участвуют. Точнее как, поучаствовать-то они, конечно, могут, но их результат не будет засчитан. Далее поговорим об инвайтах только для участников. Приз для первых 3 мест турнира фиксированный. Я сделаю их героев модовыми компаньонами. Однако чемпион может еще и получить гарантированный инвайт, если победит в турнире, не проиграв ни одного поединка. В таком случае он получит достижение Суперхищник и инвайт в следующий турнир. Победитель суперфинала также получает инвайт за достижение Великий Чемпион. И, наконец, последний инвайт получит герой, взявший достижение Харизматик. Это своеобразный приз зрительских симпатий. Кому он достанется, будет решаться голосованием. Это именно харизма героя. То, насколько билд получился мемным и зрелищным, насколько приятно было наблюдать за его боями. Итак, 4 инвайта за 4 достижения. Гроссмейстер, Суперхищник, Великий Чемпион и Харизматик. Может ли все 4 достижения взять один человек? Теоретически может. Но правило «один человек, один герой» нерушимо. Так что если у участника уже есть инвайт и он берет следующий, сделаем так. Достижение остается за ним, но инвайт получит следующий по рейтингу. Это справедливо для достижений Гроссмейстер и Харизматик в том случае, если их возьмут участники с достижениями Великий Чемпион и Суперхищник. Если Суперхищник становится Великим Чемпионом, он получает оба достижения, но только один инвайт. Ну вот и все, друзья мои. Жду прошедших отбор в личке группы и в конфе, жду прогнозов в комментах, а на сегодня мы заканчиваем. Не только в гильдии воров полно работы, мне тоже предстоит изрядно потрудиться, так что жмите на все возможные кнопки, подписки, лайки, колокольчики, оставляйте ваши длинные содержательные комментарии, и мы вскоре снова встретимся. Обязательно встретимся.
С вами был Синтетик, не болейте, не кашляйте и до скорого свидания.